Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где вы можете найти ответы на вопросы, советы на каждый день, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои, ритуалы, медитации. Сегодня уже есть и видео медитации, и саблиминалы для исполнения желаний и достижения целей. И заметьте, достичь вы можете любой цели. Все, во что вы верите, может с вами произойти. Все зависит от ваших мыслей и от вашего настроя, от вашего отношения. Когда я говорю, для того, чтобы изменить мир, нужно изменить себя, это значит, знаете, когда есть эта фраза, и я не один раз ее слышала и читала, что чтобы изменить мир, надо изменить себя. Но я немножко по-другому это вижу. Себя менять нельзя. Вы имеете свой определенный характер, свое определенное отношение, свои определенные внутренние ценности. И вот это все нельзя менять. Изменить можно только отношения. Отношение к людям, отношение к предметам, отношение к ситуациям и событиям. Вот меняя свое отношение, вы меняете ваш посыл, меняете вашу энергетику, и, соответственно, вы меняете то, что вы притягиваете. Поэтому, настраивая себя и программируя себя на позитив, на любовь, на благодарность, вы будете получать больше с каждым днем причин для любви, для позитивного настроя и, конечно же, для благодарности. И еще помните всегда, что какая бы ни была ситуация, всегда есть за что благодарить. Даже если ситуация не совсем такая, как вы бы хотели, ее тоже можно благодарить за опыт. Опыт – это бесценная вещь. Поэтому помните, чем больше вы улыбаетесь, чем больше вы благодарите, тем больше причин для этого дает вам Вселенная. Я же всегда говорю, сосредоточьтесь, похвалите. Я это скажу, когда начну расклад. Все, предисловие я закончила. А сегодня Таро мечтателей, и хочу посмотреть 3 совета, которые Таро нам даст на сегодня. Таро само выберет, что самое основное для вас сегодня, и даст вам совет именно в том направлении, в котором оно посчитает нужным. Давайте вы все-таки сосредоточитесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно же, улыбнитесь, мои дорогие. Вы даже не представляете, как улыбка может изменить жизнь. А если представляете, значит, понимаете, о чем я говорю. Все, надеюсь, вы готовы. Поехали. Первый совет от Таро мечтателей. Что же нам посоветует Таро мечтателей? Первое, что Таро мечтателей нам посоветует: быть уверенными в себе, более уверенными в себе и действовать уверенно. Наша уверенность очень важна для результата. Эта карта, это король жезлов, и если мы говорим в аспекте ответа на наш вопрос, совет это уверенные действия, совет это движение вперед и наверх. Смотрите, для каждого из вас это будет что-то свое. Для кого-то это действие для улучшения материального положения. И тут, смотрите, есть ведь это же еще карта двора, и если она выпадает как совет, то вот тут еще можно попросить совета у человека, которого представляет эта карта. Эта карта представляет мужчину старше 45, он светленький, может быть седой, с темными глазами,
мужчина серьезный, открытый и, могу вам сказать, даже рисковатый. Может быть, вы узнали кого-то из своего окружения, и вы боитесь к этому человеку почему-то обратиться даже не за помощью. Можно и за помощью, а можно и за советом. И еще, всегда помните, неважно кто, включая меня, когда вы обращаетесь на личную консультацию, если я просто даю вам совет без того, что я открываю карты, я даю вам совет, исходя из своего опыта, из своего взгляда, из того, что ощущаю я. Это может вам помочь, но это не значит, что вы, сломя голову, должны бежать и следовать моему совету. Вы можете его принять, проанализировать, почувствовать, или это для вас, и только тогда действовать по моему совету, а может, его надо изменить каким-то образом. Вот здесь та же история, что мужчина этот, которого я уже описала, может помочь вам. Для некоторых это может быть даже материальная помощь, но смотрите осторожно, ведь берете чужие, а возвращать-то надо будет свои, и мужчина довольно серьезен, поэтому возвращать придется. Вот. Ну а если это именно помощь в решении какой-то задачи, здорово. А если это просто совет, помните о том, что я сказала. Совет надо анализировать и ощущать, для вас этот совет или не для вас. Смотрим еще один совет. Я же сказала, 3 совета от Таро Мечтателя. Следующий совет это колесо фортуны, и карта говорит о том, что научите себя, приучите себя ощущать, к ощущению фортуны, к ощущению того, что вы везучий. Вот тут я вижу у некоторых из вас это, конечно же, да, это проблема. Когда, исходя из прошлых опытов, вы всегда говорите: ой, я невезучая или я невезучий, никогда этих фраз не произносите. Да, произносите фразу «я везучий», даже если вы на сегодняшний день в это не верите. Но, произнося это много раз, вы запрограммируете свое подсознание на везение. Ведь все же исходит из вашего подсознания. И вот это прошлое, в котором вы не были везучими, надо оставлять там, где ему место, в прошлом. Сегодня другой день. Сегодня другое здесь и сейчас. И сегодня вы можете быть везучим или везучей. Вы можете стать везучим. Ну а также эта карта советует все свои усилия, все свои стремления направлять именно в сторону улучшения, в сторону фортуны, для того, чтобы эта фортуна никогда не покидала вас. Помните об этом. Скажите себе: я фартовый. Я слышала такое выражение тоже. И действительно, может быть, не сразу, может быть, не в тот же момент, может быть, не в тот же день, и не в ту же неделю, и не в тот же месяц. Но вы направите и запрограммируете себя именно на улучшение и на фортуну. Подумайте об этом. Ну и третья карта, третий совет от Таро Мечтателей. Что же нам посоветует Таро? Таро нам посоветует пытаться достигать всего, не обходя законов. Смотрите, это не обязательно законы города, страны, области. Это могут быть также вселенские законы, о которых я говорю в каждом видео. Вселенские законы вы никогда не обойдете. Рано или поздно то, о чем вы думаете, то, что вы излучаете, вы получите обратно.
Бумеранг, как в хорошем, так и в плохом смысле этого слова, невозможно отменить. Вы не поверите, я чуть-чуть отойду, просто от совета я просто как пример приведу, и клиенты, и в моей жизни были ситуации, в которых люди поступали не совсем правильно. Это, конечно, мягко сказано, но я не хочу усугублять. Не совсем правильно поступали и со мной в том числе, и с моими знакомыми, с моими друзьями. И знаете, что вот именно тогда, когда уже ты полностью отпустила, я научила себя этому уже как бы довольно давно, отпускать и прощать, отпускать и оставлять это в прошлом. И в какой-то момент, когда ты уже ни о чем не думаешь, ты полностью переключила свое внимание на свою жизнь, приходят новости, что получается, что вот как и понимаешь, что бумеранг сработал. И как же жалко людей, которые, конечно, по мнению Вселенной получается, что они заслужили того, что к ним пришло. Но я-то все-таки человек со своими эмоциями, со своими чувствами, и мне всегда таких людей жалко. Поэтому всегда помните, что если какие-то законы города, страны, области, района вы можете обойти, то законы Вселенной вы никогда не обойдете. Поэтому совет этой карты. Первое. То, что вы излучаете, то вы и получаете. Ну и если мы говорим в сфере того, что я рассказала выше, никогда не желайте никому ничего плохого. Никогда не делайте людям ничего плохого. Всегда, даже тем людям, которые негативны по отношению к вам, желайте всего самого-самого хорошего. Помните, законы Вселенной обойти еще никому не удавалось.